Доброго времени суток, уважаемый зритель, и сегодня я хочу записать видео на тему, как же вкатываться в Linux, потому что уже в этом плейлисте, посвященном этой операционной системе, есть несколько видео, кажется, 3, если не ошибаюсь, и по сути главная тема, а как же, собственно, новичку вкатиться на эту прекрасную операционную систему, я не затронул. Уже успел обсудить там, как и дебаггером консольным пользоваться из терминала и прочие более, так сказать, острые темы, но я считаю, что надо обязательно, конечно, познакомить людей с Linux, тех, которые хотят с ним познакомиться, и это видео будет посвящено этой теме. То есть сегодня я расскажу, как, наверное, мой путь начинался знакомства с Linux, и поделюсь мнением, как стоило бы, пожалуй, его начинать, то есть тем людям, которые захотят сейчас, вот сегодня захотят попробовать Linux. Что ж, я начинал пользоваться Linux с дистрибутива Ubuntu, это было уже 3 с небольшим года назад, ну, плюс-минус где-то 3 года назад, и мой выбор пал совершенно, можно сказать, таким случайным образом, просто посмотрев немножко статей, немножко видосиков, как всегда, там советовали либо Ubuntu, либо Mint, ну, либо, может быть, что-то еще, ну, и большинство людей вроде как склонялись к Ubuntu, я по совокупности всех этих мнений сделал вывод, что хорошо, давайте попробуем этот дистрибутив. То есть на тот момент я про Linux не знал ровным счетом ничего, я просто сделал выбор исходя из большинства, то есть статистического большинства. И честно могу сказать, что Ubuntu, он и на тот момент был, наверное, не самым привлекательным дистрибутивом Linux, а на сегодняшний, пожалуй, и подавно. Потому что Canonical, если не вдаваться в подробности, очень интересную такую политику ведет. Она немножко похожа на политику Microsoft, которая мне не очень нравится. То есть это подход, делаем все свое, выкидываем то, что, так сказать, не угодно, снап-пакеты в качестве дефолтных пакетов. Ну, знаете, мне такой подход не очень нравится. Кому-то, может быть, наоборот, он покажется замечательным, но я люблю большую открытость и меньше навязанных элементов. Вот, поэтому Ubuntu я бы не рекомендовал еще и 3 года назад, после того, как я его впервые попробовал, и сегодня его рекомендовать точно не буду. А вот, например, из тех дистров, к которым я бы присмотрелся для новичков именно, это, пожалуй, Manjaro, Linux Mint и, наверное, Fedora, да. Эти 3 дистрибутива объединяет что? Во-первых, простота. Да, вот про простоту еще отдельно скажу. Ребят, если вы только вкатываетесь в Linux, настоятельно рекомендую, не нужно пытаться установить, знаете, если у вас есть какой-нибудь знакомый красноглазый линуксоид, он говорит: о, давай-ка вкатывайся в Linux и ставь себе Arch. И, возможно, на этом вкате, на этой установке у вас закончится ваше знакомство с Linux. Вы просто можете немножечко подгореть с установки и не познакомиться даже с операционной системой, не понять всех ее преимуществ, просто забить на этапе установки. Поэтому, ну, мое личное мнение, я вам посоветую, не слушайте залихватские вот такие вот рекомендации из разряда: а давайте-ка установим сразу человеку, который первый раз знакомится с Linux, какой-нибудь Arch или там, боже упаси, Генту. И еще такой момент, да, я понимаю, что есть люди супер упорные, там супер мотивированные, и я встречал, наверное, 2, по-моему, человека, если мне не изменяет память, которые вкатились на Linux, например, с Gentoo. То есть было 2 человека, я точно помню, что 2 человека, по крайней мере, они утверждали то, что у них первый Linux был от Gentoo Linux. Окей. Но большинство людей, я просто знаю, что с установки Gentoo, скорее всего, просто на Linux потом не ногой. Потом их уже не заставишь никогда даже попробовать, наверное, Linux. Поэтому, ребят, не надо вот эти вот проявлять залихватство, вот эти невероятные эксперименты. Просто возьмите какой-то простой дистрибутив из вышеупомянутых, типа Linux Mint, Manjaro или Fedora, установка которых не сложнее, чем установка Windows, и вкатывайтесь потихонечку на Linux. То есть там разобраться вообще ничего не стоит. Простейшая разметка диска, выбрали там локаль, логин, пароль, часовой пояс, все, далее, дистрибутив устанавливается там 5-10 минут, все, Linux готов. То есть вы самостоятельно, ну, максимум полчаса, наверное, потратите, не больше. Вот, далее что? То есть после выбора и установки дистрибутива, что в принципе никакой проблемы, опять же, не составляет, если вы правильный выбор сделаете, да, не будете проявлять максимализм, то
после запуска вы, скорее всего, увидите какое-то довольно непривычное окружение, да, оно будет, скорее всего, сильно отличаться от того, к чему вы привыкли на Windows. Ну, то есть у вас, возможно, будет окружение GNOME или LXD, или, может быть, Plasma, и оно, конечно, будет немного разниться. И в этом нет ничего страшного. То есть сразу, знаете, многие люди, у них такая реакция: о, это все не то, это не то, к чему я привык, дропаем. Ну, как бы, если вы решили попробовать, то вы уже пробуйте до конца. То есть дайте себе время непредвзято отнестись к новому окружению. То есть просто дайте ему шанс. Попробуйте непосредственно отнестись к тому функционалу, который вам предлагает новый дистрибутив, новая операционная система. Первый момент. То есть, знаете, при вкате на Linux будьте готовы, что да, что-то будет иначе, но это не значит, что это иначе обязательно хуже, чем то, что у вас было до этого. Так, второй момент. Что нужно изучать вообще первым, придя на Linux, да? То есть, как говорят, о, на Linux сложно, нужно что-то много всего изучать. Нет, это неправда. Количество изучаемого материала на Linux будет прямо пропорционально зависеть от того, что вы хотите добиться от этой операционной системы. Если вы просто хотите какую-то новую среду в браузере посерфить, простой какой-то редактор кода установить, который вы используете уже давно, например, VS Code, да, если вы используете Visual Studio Code, вы его свободно, допустим, плюсы разрабатываете, совершенно непринужденно, элементарно устанавливаете на Linux, устанавливаете там свои плагины плюсовые, все работает великолепно просто. То есть в этом случае у вас никаких как бы особых сверхзадач не возникнет. Единственное, что, конечно, стоит изучать, это терминал. Это вот единственный, да, момент. Но опять же, у меня уже есть на канале видео про базовые комбинации терминала, да, ну про базовые команды, я имею в виду, базовые команды терминала. Ничего сложного нету. Возьмите себе 10 этих базовых команд, или сколько их там получилось, я не помню, и просто учите потихоньку, то есть по мере поступления проблем. Можете даже себе, не знаю, как я вот часто делаю, я до сих пор, я сколько вот программированием занимаюсь, я до сих пор в тетрадку себе что-то выписываю. Просто выпишите все эти команды и сначала пользуйтесь как шпаргалкой. Там нужно, например, создать файл, вы залезли в эту шпаргалку, посмотрели, о, создать файл, там, touch команда, да, переместить файл, там, mv команда. А потом уже все, вы не заметите, как вам не нужно уже открывать, не нужно будет открывать тетрадку, вы просто сразу будете вводить команду, вы поймете, о, я уже все и так запомнил. Это произойдет очень быстро, поверьте, быстрее, чем может показаться. Вот, единственное, да, терминал, самые необходимые там базовые команды изучить. А так, в принципе, сказать, что Linux от вас требует какой-то каких-то сверхусилий, какого-то супер усердия в плане того, что изучать огромное количество нового материала, конечно же, нет. Linux, тем более, если мы говорим про такие дистрибутивы, базовые, так их, наверное, назовем, ну или просто из коробочные, да, то там все уже есть. Там у вас будет браузер, текстовый редактор, прочий там, даже обычно офис какой-то, ну, замена, допустим, Microsoft Office обычно выбирается либо OpenOffice, либо LibreOffice, еще, по-моему, даже какие-то варианты есть. То есть, как правило, дистрибутив еще предлагает из этих вариантов самостоятельно руками выбрать. То есть у вас уже, в принципе, будет готовая операционная система. Максимум, да, вот вы там в терминал изредка будете заглядывать, чтобы установить какую-то программу, да, какой-то пакет. Опять же, базовых команд пакетного менеджера, ну, их 5, грубо говоря, там 5-7, не больше. То есть вам нужно будет запомнить еще в нагрузку там 5-7 команд. Все, то есть это вся сложность. То есть я к чему клоню? Не доверяйтесь мнениям, которые, скорее всего, вас будут окружать при попытке перехода на Linux, о том, что, ой, ты сейчас перейдешь на Linux, у тебя вообще там сверхзадачи появятся, у тебя постоянно будет все ломаться, тебе придется, вот знаете, две темы, которые я слышу, вот я 3 года на Linux, я их слышу всю дорогу. Смешно не могу, короче. Ты бесконечно будешь копаться с конфигами, и у тебя бесконечно будет все ломаться постоянно на Linux, просто замучаешься с этой темой. Полный бред, ребят, не слушайте вот эту ерунду. Очень часто люди тенденциозно так подают мнение, им просто то ли из вредности, то ли еще из каких побуждений, я не знаю почему, но они любят говорить о том, что на Linux вообще это просто крах, неподъемная совершенно операционная система, которая заставляет тебя просто постоянно ковыряться чисто в ней и не выполнять свои рабочие непосредственные задачи. Это не так.
Я в свое время поковырялся достаточно, да, с конфигами, но почему? Потому что у меня были специфические запросы к этой операционной системе. Я хотел, придя на Linux, получить сначала Vim, я его настраивал, там недели 2, наверное, потратил. Потом Emacs, еще я по совокупности, наверное, где-то в районе 3 недель потратил. Потом я VM ставил пробовать, там, i3, DVM, BSP-VM, тоже где-то какие-то конфиги подстроить, клавиши запомнить. Если вам это не нужно, а для начала вам пока что это не нужно, когда вы только вкатываетесь в операционную систему, вам вообще не нужно про это думать, никакие конфиги, ничего не надо. Просто вот базовые команды терминала, штук 10, базовые команды пакетного менеджера 5-7 там, ну, то есть максимум вы там 15-20 команд изучите в течение недели, вы уже их запомните и вообще забудете про какие-либо вот эти советы из разряда: ой, не вкатывайся на Linux, там тебя просто ждет крах полный и беда, и вообще там супер трудно. Вот, это еще второй момент, который касается, да, вката на Linux и первого вот этого вот момента, когда вы только заходите, запускаете операционную систему, что дальше? Да, ничего дальше, просто пользуйтесь. Я говорю, вот терминал, посмотреть, пакетный менеджер, все, в остальном это будет привычная, в принципе, операционная система по задачам. То есть у вас также будет браузер какой-то, ну, Firefox скорее всего будет стоять. Не нравится Firefox, пожалуйста, установите себе там привычный Chrome или чем вы пользовались там до того Opera. Хозяин барин. То есть на Linux огромное количество там альтернатив. Многие программы, которые есть на Windows, в том числе работают на Linux, а тех программ, которых нету на Linux, вы для них всегда сможете найти достойную альтернативу. Так что не парьтесь. Вот. И в принципе, что еще можно сказать про вкат на Linux? Наверное, да я в принципе уже по большому счету все и сказал, что хотел. Просто это вот, знаете, краткий такой совершенно ликбез для людей, которые хотят попробовать Linux. Берете простой дистер, не забивайте себе голову, не слушайте там какого-то друга красноглазого линуксоида, который говорит: давай Arch или Gentoo ставь там себе сходу. А берете простой дистрибутивчик, устанавливаете, не паритесь, никакие конфиги не надо. То есть, знаете, если, конечно, у вас есть желание тоже там Emacs, там Vim, что-то такое устанавливать, ну, понятно, вам придется, но это уже, понимаете, ваша субъективная хотелка, и вы должны понимать, что если такая хотелка имеет место быть, то да, вам придется немножко трудозатрат там приложить больше. Но в целом, если вы хотите просто комфортно, лайтовенько, так легонечко перекатиться совершенно непринужденно с Windows на Linux, вы можете оставить свой там привычный VS Code, который вы там, ну, в большинстве случаев, да, используют на Windows. Также его установить на Linux совершенно комфортно, установить плагины, никаких проблем там не будет. Использовать привычные в основном инструменты, там Firefox какой-то, либо Chrome установить. И в остальном только вот привыкать к терминалу, к пакетному менеджеру. И у вас вкат на Linux будет просто элементарный, ребят. То есть не будет никакой боли там, никаких вопросов, ломается все. Опять же, ломается обычно, я не знаю, бывает такое, я не говорю, что Linux вообще филигранный, идеальный. Да, бывает, но в среднем, наверное, какая-то серьезная проблема возникает раз в полгода. Вот реально, когда ты заходишь там, бам, что-то обновился, там зависимости, там рекурсивная там цепочка зависимости друг на друга там попалась. Бывает такое, но очень редко. Опять же, и это скорее опыт с Gentoo у меня, и у вас это даже не попадется такое. Если вы используете какой-то Mint там с его APT, он обычно решает все эти вопросы. Ну, очень редко можно на такое натолкнуться проблему с конфликтом зависимостей. Дальше, что еще могу сказать, ну, какие проблемы были? На Arch я просидел около 10 месяцев, и да, там вышло новое ядро, прям свежая версия, и у меня там драйвера отлетели, не запускался X-Windows System, типа оконная система Linux, да, дефолтная. Ну, тут как бы NVIDIA, да, не успели, на следующий день уже вышло обновление, но я на тот момент уже улетел на Gentoo, на следующий день уже все было нормально. И такие вещи бывают... Вот понимаете, раз примерно в полгода, в год. И то это потому что Arch Rolling Release, то есть там супер все свежее, супер все вот только, типа как горячие пирожки, только вышли, сразу съели. А если вы берете какой-то дистер такой, не роллинг релиз, не самый, который пакеты свежие, а хотя бы там на пару версий назад, ну более стабильный, да, у него в репозиториях версии находятся, то у вас таких проблем, скорее всего, вообще возникать не будет, или они будут там раз в 5 лет, типа, я не знаю. Но у меня ни разу на Ubuntu, например, можно ее похвалить за что-то, да, на Ubuntu было много проблем из разряда там несохранения настроек звука,
потом драйвера у меня там пару раз отлетали на видюх, ну тоже это все, опять же, это все за секунду, там, за минуту настраивается, то есть сказать, что это серьезная проблема, ты заходишь, кнопку нажимаешь, через 2 минуты у тебя установлены драйвера. Это было 2 раза примерно за месяцев 8-10 использования Ubuntu. Тоже не супер, но меня больше там напрягало, что у меня Emacs почему-то аномально лагал, я потом перешел на Arch, эти лаги пропали, ну input lag такой небольшой был, не знаю почему, то есть, но на Ubuntu просто по факту такое было. Короче, смысл в чем, если вы устанавливаете дефолтный дистр, такой из коробочный, как я их назвал, то у вас, скорее всего, таких проблем даже и не возникнет, то есть вы будете там год сидеть, вы даже не поймете, вы потом будете вспоминать и думать, да как так, типа мне рассказывали, что на Linux какие-то конфиги надо сутками ковырять, какие-то проблемы там каждый день у тебя типа высыпает, вы поймете, что это все иллюзии, потные влажные фантазии людей, которые то ли из зависти это говорят, то ли еще из чего, не знаю, то ли просто в пику. Я, кстати, не знаю, зачем некоторые люди пытаются создавать вот эту вот иллюзию, навязывают такое мнение о том, что Linux там это сверхсложная операционная система, с которой постоянно по КД случаются какие-то проблемы. Это неправда. Так что, ребят, в принципе, все. Маленький такой ликбез по тому, как вкатиться на Linux, просто вот, ну, базовые советы. Я еще, наверное, буду записывать, естественно, более подробные рекомендации по конкретным программам, по их настройкам, по настройкам конфигов для каких-то специфических программ из разряда там Vim, Emacs, там, тайлов, VM, да, и так далее. Ну, а это просто такой краткий гайд, как вкатиться, не нужно слушать страшные вот эти советы, в кавычках страшные, да, берете простенький дистр, вкатываетесь, учите терминал, немножко команд, то есть не надо там стековые команды какие-то сложные, берете базовые команды, скопировать, там, переместить, создать файл, там, по папкам погулять, там, типа, вывести информацию о содержимом директории, все. И пакетный менеджер команды, все, и ваша жизнь на Linux будет комфортна, никаких особых проблем вы не испытаете, вы уже просто через неделю поймете, что вы уже всем, в принципе, овладели, всем необходимым минимальным, а там дальше уже по желанию, по мере поступления ваших каких-то задач, ваших хотелок, вы уже будете дальше думать, там, надо вам, не надо, какой-то Vim, Emacs, там, VM, не VM, будете DE-шку использовать, там, дефолтную, типа GNOME, KDE плазму, пожалуйста, кому что нравится. Все, ребят, давайте, всем удачи, устанавливайте Linux, побольше на десктоп, Linux это хорошо, всем пока, спасибо большое, кстати, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Постоянно забываю это говорить тему. Вот, ставьте лайки, если вам контент нравится. А, да, еще, не может быть, я вспомнил и про это. Вот это интересный момент. Что-то человек все-таки способен меняться, получается. У меня есть еще Twitch канал. Я забываю постоянно про это говорить. Я вообще базово, в принципе, стример. Блогерством я занялся относительно активно буквально недавно. Так что милости просим. Я оставляю всегда ссылочку в описании к каждому видео. Стараюсь, если, конечно, опять же, я не забываю этого делать. Заходите ко мне на канал, если хотите поделиться, допустим, мнением по поводу просмотренного материала в видосе, или просто хотите посмотреть, чем я там занимаюсь в свободное время. Я не только обсуждаю тему вката Linux, у меня есть там и проекты какие-то, может быть, даже которые покажутся вам интересными. В общем, все, ребят, спасибо большое, давайте, удачи вам, до скорых встреч. Следующее видео я, наверное, уже более такое обстоятельное запишу по, может быть, настройке VM, потому что, ну, вообще, я бы сказал, что после вката на Linux многие люди тоже, исходя из мнений, я, кстати, стал жертвой, очень редко такое бывает, когда я становлюсь жертвой каких-то сторонних мнений, мне тоже напели, что VM это неподъемная, очень сложная штука. Вот, возможно, может быть, не знаю, следующее видео станет именно, ну, посвящено будет теме установки какого-то VM, это будет, скорее всего, либо i3, либо BSP-VM, который я использую. Я просто покажу, что настройка VM, она в течение часа просто делается, при желании вообще можно там, если ты уже знаешь, что куда, то ты за 15 минут настроишь. Ну, даже если ты не знаешь, по гайду ты за часик потихонечку расковыряешь, вообще не проблема. То есть тоже переоцененная вот эта сложность, не слушайте, в общем. Ладно, ребят, все, затянул концовку. Еще раз спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч, пока.